Друзья, всем привет! 50 человек нас уже. О, классненько. Дежурный вопрос, слышно, видно. Сегодня мы работаем в таком плотном формате. Вопрос-ответ. Поэтому поставьте мне в чате хоть какой-то сигнал, что вы меня слышите, видите. И мы можем начинать. Чтобы я понял, что мы не разговариваем сами с собой. Все, спасибо, Silver and Ukraine. Понеслась. Итак, окей, друзья. Сегодня у нас эфир вопрос-ответ. Я напоминаю формат подобных эфиров, которые проходят регулярно и на канале, а еще более регулярно для учеников. Значит, каким образом эти эфиры проходят? У нас есть, так, сейчас я вопросики. Да. У нас есть от учеников вот такой вот форма, куда они задают вопросы. Вот они все поприлетали вопросы. Я сейчас по ним пойду сверху вниз по вопросам, буду отвечать. И это в первую очередь. Во вторую очередь я, собственно, на вопросы, которые вы тут задали, отвечаю. Вот. Сразу хочу поприветствовать тех из вас, которые уже присоединились к новому курсу «Магия Google 5.0». Это курс, который, по моим ощущениям, просто перевернет эффективность рекламы, потому что последние несколько лет я очень глубоко, если вы следили за мной в соцсетях, очень глубоко изучал алгоритмы Гугла изнутри. Ездил несколько раз в Google Сан-Франциско, общался с людьми, обсуждал, копал вглубь, как оно все работает, читал, изучал их патенты, практически все патенты, которые они зарегистрировали за последние годы, я изучил, посмотрел, детально изучал судебные дела и поизвлекал там крупицы информации, и по крупицам наконец-то мне удалось собрать максимально полную картину, как это работает. В первую очередь я делал это для себя, для своих проектов, для своих крупных клиентов, ну, а во вторую очередь, друзья, для вас. И вот вчера был последний день, когда можно было приобрести курс «Магия Google 5.0» по специальным условиям старта. И вчера мы официально закрыли, нас почти 100 учеников, почти 100 человек присоединилось к нам. Первые 100 человек, первый поток, которые будут делать максимально крутую, максимально эффективную рекламу для своих проектов по всему миру. А мы с вами начинаем отвечать на вопросы. Напоминаю, в первую очередь, так, ще можна доєднатись, пишут. А, Это, я так понимаю, по поводу курса «Магия Google 5.0». Ну, как бы доєднатись, присоединиться можно. Вчера закончились специальные условия. Присоединиться можно, ну, вон в чате есть ссылочка на новых, на официальных условиях. Единственное, не знаю, есть... Сейчас я думаю. Друзья, давайте так. Если вы в чате проголосуете, поставите плюсики, кто реально, то есть кто думает над тем, чтобы присоединиться, и кому важно, например, чтобы я сегодня дал еще на один день промокод, как-то среагируйте. Если я увижу достаточно реакций в чате, то дам еще на сегодня действующий промокод, на один день продлю условия курса, который закрылся вчера. Если не надо, то не надо. Вот, окей, поехали. Вы пока тогда ставьте, если это реально кому-то интересно, реально кому-то надо, то есть кто-то хочет быть 101-м, 102-м, 103-м первого потока магии Google 5, поставьте какой-то знак. А я начинаю отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Так, от Куата. Игорь, здравствуйте, здравствуйте. Я не пойму, у вас одновременно идет много курсов. И «Магия 5», и «3 секрета работы с Google AdWords». С чего начинать? Смотрите. 3 секрета работы с Google Ads– это у меня вебинар, бесплатный вебинар, который постоянно идет. Пожалуйста, приходите, смотрите «3 секрета работы Google Ads». Это бесплатный вебинар для всех, там, где даются базовые вещи. Самый основной, самый глубокий, самый продвинутый курс по рекламе, который есть сейчас, это «Магия Google 5», вот о котором я только что говорил. Собственно, начинайте с него, потому что он дает полностью от и до, как настроить рекламу, чтобы она мощно работала.
Вот. Ну и, собственно, про этот же курс я и спрашиваю, друзья, кому еще актуально на один день продлить условия, то пишите в чате. Я пока пошел дальше. Так, Алексей, с какого бюджета начинать в Лос-Анджелесе? Хотя ниша и не перегретая, ремонт кожаной мебели, но клики не самые дешевые относительно других городов США. В принципе, Калифорния дорогая, а Лос-Анджелес еще и дорогая часть Калифорнии. Какое оптимальное количество показов кликов в сутки надо иметь для адекватного обучения рекламной кампании? Смотрите. Так, кто это? Это Алексей. Идея в том, что вам не показы нужны и не клики, вам нужны конверсии. Чтобы алгоритм обучался, алгоритм работал, вам нужна хотя бы одна конверсия в день. Это минимум, абсолютный минимум, чтобы в месяц набралось 30. Дальше вы думаете, что вы считаете конверсией. Звонок, заполнение формы, в зависимости от вашего бизнеса. Мы вот как раз в первом модуле магии Google будем очень детально это обсуждать. И потом, например, у вас получается, скажем, что вы там провели декомпозицию, сделали, провели тесты, у вас там просто, например, я говорю, $200, скажем, стала цена конверсии. Соответственно, чтобы получить 30, вам нужно минимум $6000. Вот так и считается. Вот. Второй вопрос. Есть ли смысл запускаться на стратегии Manual CPC, ручная цена за клик? Есть, если вы знаете, что делать. То есть, если вы прямо эту стратегию избираете по определенной причине, а не просто для того, чтобы как бы потому что так где-то говорили, то есть смысл. То есть какие могут быть причины? Могут быть причины сверхперегретой ниши, но вы говорите, у вас не сверхперегретая, то есть сверхсложная ниша. Может быть причина, когда идет там защита бренда вашего, но я думаю, тут речь идет не о защите бренда. Еще имеет смысл ручные ставки запускать, когда есть необходимость протестировать, получить первые цифры. Если мы говорим про нормально настроенное отслеживание конверсии, нормальную рекламную кампанию, то давайте так. Я не знаю, на каком вы этапе прохождения курса и какого курса. Поэтому я боюсь, сейчас отвечу: "Да, давайте там делайте то-то", а вы только первый запуск делаете общий вопрос. Давайте так, если вы понимаете, для чего она вам нужна, то есть если вы смотрели урок по ручной стратегии, вы понимаете, для чего она нужна, то да, имеет смысл. Если вы просто где-то о ней услышали и думаете ее применить, то тогда, боюсь, нет. Так, третье. Имеет ли смысл перезапускать поисковые рекламные кампании, если они не зацепились? Это не Facebook, тут такой штуки нет. Есть, но очень-очень-очень редко. Скорее всего, смотрите, в Фейсбуке компании бывают не зацепляются, а все остальное хорошо. В Гугле обычно, если вы чувствуете, что что-то не зацепилось, проблема не в рекламной кампании. Очень часто проблема в посадочной, в креативе, то есть туда надо смотреть. Четвертый вопрос. Как масштабировать рекламные кампании, которые работают и приносят конверсии с адекватным CPA? Смотреть модуль по масштабированию, который есть практически в каждом курсе, в том числе магии Google. Идея в том, что вы увеличиваете, у вас есть фактически 3 переменные: бюджет, ставки и аудитория плюс география, и вы ими играете. Так, а если CPA в разы выше... вот. Как оптимизировать рекламные кампании, которые работают и приносят конверсии, но CPA в разы выше необходимо. Но тут у нас есть урок же в курсе, и в магии Google есть модуль траблшутинга, там уроки, что делать, если конверсии дорогие, что делать, если их нету, что делать, если кликов нету. Смотреть курс. В каком случае стоит включать таргет CPA, когда есть 30 конверсий, и они четко отслеживаются. Вот примерно так. Вот. Но вот смотрите, Алексей, я на эти вопросы ответил, не зная вашего контекста. Я их ответил, как бы, просто вот мне их пришли, вы мне их задали, я увидел. Если бы вы задали эти же уроки под уроками курса, то куратор бы вам ответил, зная уже ваш контекст, на каком вы уроке, какого курса, зная, что у вас до этого было, какие вы другие вопросы ранее задавали, под каким вопросом вы это задаете. То есть контекста намного больше было. Так, окей. Вижу, плюсики пошли сверху. Значит, я сейчас попрошу, друзья, смотрите. Мы вчера, введу в курс, мы вчера полностью
закрыли предзапуск магии Google. То есть магия Google 5.0 вчера, как бы все по специальным ценам, мы делали специальные цены для запуска, мы их закрыли. Но поскольку есть спрос, я вижу, не все, видимо, читают письма, когда я рассылаю, поэтому, друзья, сейчас я напишу команде, мы в чат, так, сейчас я сразу пишу команде, мы в чат сейчас бросим промокод, тот же, который мы давали на запуске магии Google до вчера. Этот промокод дает вам, каждому из вас, на любой пакет скидку 100 евро. Это были специальные цены на момент запуска. 100 евро. Вот сейчас я попрошу ребят из команды написать промокод в чат, вы его увидите и сможете, значит, пишу промокод плюс ссылку. Сейчас кто-то напишет, кто в этот эфир с команды, и кто не успел до вчера, сегодня этот промокод будет действителен до конца дня. Поэтому, кто не успел вчера, сегодня до конца дня, пока идет эфир, и еще пару часов, вот тут сейчас появится промокод 0105 Magic 2026 называется. И спасибо. Вот это скорость. Видите, у меня команда работает мега эффективно. Вот, вам желаю того же всем предпринимателям. Промокод действует до сегодня ночи. Это кто не успел. Вот. Завтра уже действовать не будет, это важно. Окей. Павел, как зарабатывать 10 тысяч долларов на Google Ads? Как зарабатывать 10 тысяч долларов на Google Ads? В месяц, в год, в час, в день, в неделю. Ну, я считаю, наверное, вопрос в месяц. Как зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц на Google Ads? Давайте так, смотрим. Вот вопрос абстрактный, это типа как на бизнесе. Значит, какие у нас пути есть в Google Ads? У нас есть пути открыть какой-то свой онлайн-проект, на который наливать рекламу. Это бизнес. Открыть этот бизнес. Второй у нас формат есть, как заработать 10 тысяч долларов на Google Ads. Это найти партнеров и выступить как аффилиат-партнер. То есть я тебе запускаю рекламу, ты делишься со мной прибылью. Это может быть как мелкий бизнес, так и крупный бизнес через партнерскую программу. То есть аффилиат, партнерская. Первое – это свой бизнес. Второе – это партнерский бизнес. Третье – это как заработать 10 тысяч долларов на настройке кому-то рекламы. Тут, в свою очередь, еще пути. Построить агентство, которое будет брать. То есть, поняли, у вас идет 3 пути. Из каждого из путей еще в своем бизнесе, еще 3 подпути в партнерке, еще 3 подпути в услугах по настройке, еще 3 подпути. То есть пространство вариантов огромное. Если мы говорим, я так понимаю, раз вопрос задан, как заработать на Google Ads на настройке, да, тут 3 подпути, снова же таки. Открыть агентство и масштабироваться за счет увеличения количества клиентов. Вы обслуживаете массово, средний чек, то есть в рынке вы в среднем обслуживаете массово, нанимаете себе людей, их обучаете, вот такой процесс растете. Второй формат – это независимый маркетолог, независимый специалист. Или, даже 4 тут вариантов, независимый специалист, тут целится однозначно, но на англоязычный рынок, на мой взгляд, фрилансер, независимый специалист, если мы говорим там об Украине, Казахстане, 10 тысяч долларов, это прямо нужно наизнанку вывернуться. На англоязычном рынке абсолютно реально, это там 5 клиентов, даже 4. Вот, это англоязычный рынок, однозначно. И третий вариант – это in-house маркетолог, то есть 10 тысяч в месяц – это 120 тысяч долларов в год. Ну вот мы в стартапе столько платили маркетологу. Это нормальная зарплата для senior Google Ads эксперта в Америке или в Британии. 120 тысяч долларов в год – это абсолютно нормальная вменяемая зарплата. Поэтому еще путь такой. И, конечно же, это или Америка, или Великая Британия. Даже в Австралии такого вы не найдете, такой зарплаты. Или Нидерланды. Вот 3 страны мира. США, Британия, Нидерланды, где 120 тысяч может получать. Ну и четвертый путь вот в этом вот на Google Ads – это экспертиза. Это найти, в чем вы эксперт, как бы вот максимально
узкого уровня, это может быть экспертиза или в определенной нише. То есть когда вы говорите, например: "Я эксперт самого глубокого уровня в рекламе автодилеров", или "Я эксперт самого высокого уровня в рекламе, а, салонов красоты или косметологических клиник". То есть какую-то нишу, желательно нишу с деньгами, и там экспертиза. Или экспертиза в определенном канале рекламы. То есть, ну, например, это вот 4-й, это мой путь. Я по этому пути в свое время пошел. Я сказал, что я эксперт, я математик, PhD, у меня экспертиза — это семизначные бюджеты Google Ads. То есть я работаю с бюджетами от $1 000 000, и это моя суперсила. Я знаю, как с ними работать, как эти бюджеты масштабировать. И вот на данный момент у меня стоимость консультации сейчас €900 1 час. То есть вот 10 часов консультирования — это фактически те же $10 000. Это тоже путь. То есть видите, у вас как заработать, вариантов много. Я вам советую, я бы как сделал, я бы нашел ментора, человека, который вам откликается, чей майндсет вам подходит, и попросился бы к нему на менторство, чтобы он помог вам увидеть то, что вы не видите у себя. Вот. У меня, например, я не знаю, есть тут, может, на эфире тоже есть Женя, был в менторстве. Он выбрал путь партнерский, аффилиат партнерский. Он, я не могу назвать нишу, но на данный момент он эксперт, один из топ-экспертов мира в партнерском маркетинге именно в этой нише. Вот после партнерства, он в прошлом году у меня в менторинге был. Поэтому как бы найдите человека, который вам резонирует, и идите к нему. Так, Влад описал все в док-файле со скринами. Окей. Вы так основательно. Влад основательно сделал. Так, давайте, друзья, сразу сниму ожидания. У нас эфир вопрос-ответ, не личная консультация. То есть, если вы мне там присылаете Google Docs с сотней скриншотов и 10 страниц текста, это не формат эфира вопрос-ответ. Это формат «приходите ко мне на консультацию» и 1 на 1 общаемся. Тут, благо, не 100 скриншотов, 2 скриншота. Сейчас быстро попытаюсь ответить. Значит, Польша, ситуация в аукционе. Таблица с цифрами. Окей. Статистика по ключевым. Окей. Вопрос. Мінус слова регулярно додаються. Крайній час їх вже немає що додавати. Я так розумію, що навіть при 20 ключових словах це забагато. Зважаючи на охоплення. Так, Влад, дивіться, я не розумію, чесно, в чому питання. Ви присилаєте скріншот ключових і кажете, що це для того, щоб вас продіагностувати, треба подивитись пошукові запити, треба подивитись оголошення, треба подивитись посадкову сторінку. На жаль, у мене немає дару яснобачення. Я б дуже хотів бути ясновидящим, але нема у мене такого дару. Тому, дивлячись тільки на ваші ключові слова, я нічого рівним чином. Я бачу, що у вас показник якості низький, працюйте над ним. Я не бачу, які пошукові запити, я не бачу, які оголошення, які посадкові, які налаштування кампанії. Нічого не бачу. Тому порада пропрацьовувати пошукові запити, піднімати показник якості, як дивіться в курсі. Проганіть через протокол оптимізації сайту цей посадкову. І оці 3 речі вже там пофіксять вам 90% проблем. Алена, нужно ли паузировать Google Ads в праздничные дни? Зачем? Смотрите, я всегда, когда возникает какой-то вопрос, я спрашиваю, вы это хотите сделать, потому что есть какие-то причины это сделать, или потому что вы просто где-то услышали это? Если вы просто где-то услышали, что нужно останавливать Google Ads, паузировать Google Ads на праздничные дни, то этого делать не стоит. Если же у вас есть свои данные, которые вам говорят, лично вам, что
прошлые конкретные праздничные дни у вас был overspend, очень много денег тратилось, нулевая эффективность была. То есть у каждого индивидуальная ситуация. У меня одна из самых эффективных реклам в свои бизнесы, которые я запускаю, это 1 января. Когда все останавливают рекламу 1 января, я двойной, тройной бюджет ставлю. Самая эффективная реклама, потому что как раз все останавливают. То есть понимаете разницу? Вот. Поэтому вопрос, зачем ее останавливать вам? Если была плохая эффективность, подумайте над тем, чтобы проанализировать, почему была плохая неэффективность, какие были причины плохой неэффективности, что я могу сейчас. Но остановка ради остановки нет, однозначно нет. Так, Оксана, мой рекламный кабинет, яхтенная школа был заблокирован. Обход системы. Я предполагаю, проблема, что компания, которая рекламировалась, зарегистрирована в Голландии. Я администрирую аккаунт из Черногории. Плюс у нас динамический сайт. Так, сейчас давай дочитаю. Ранее компания нормально, потом я попыталась скопировать компанию, и после этого произошла блокировка. Я писал всю свою апелляцию, приложил документы о регистрации компании, но она была какие... Значит, смотрите, обход системы, скорее всего, не из-за того, что компания в Голландии администрируется в Черногории. Это нормально. Обход системы, скорее всего, из-за динамического сайта. Я не знаю, в чем у вас там динамичность, но я предполагаю, что под динамическим сайтом вы имеете в виду сайт с динамическими заголовками. Если это сайт с динамическими заголовками, то или другой вид. То есть что такое динамический сайт? Это когда есть JavaScript, который показывает разную страничку сайта в зависимости от посетителя. В мире серого и черной рекламы это называется клоакинг, подмена содержимого страницы. Это запрещенная практика. Поэтому Google очень скептически смотрит, когда он видит динамическую подмену на сайтах. И если у Google какие-то подозрения, он банит. То есть, скорее всего, проблема в этом. Я вам рекомендую на какое-то время отключить все динамические элементы, сделать сайт статическим, чтобы ничего не менялось, ничего не подстраивалось, просто статическим. Второй шаг я вам рекомендую сделать. Не просто подать апелляцию. Наверняка у вас в истории... Так, сразу вижу вопрос No Code Academy. С этого чата вопросы будут разбирать? Значит, повторяю. В первую очередь вопросы учеников из курса в форме. Во вторую очередь вопросы из чата. И третий момент, друзья, кто пришел позже. Я сегодня продлил специально для вас на 1 день условия «Магия Google 5» курса. Выше в чате есть промокод на 100 евро. Дарю вам каждому 100 евро, который будет действовать до сегодняшнего вечера. Вот. Ну, до конца суток. Теперь возвращаюсь к Оксане. Оксана, я бы вам советовал, значит, первое, да, отключить любую статику. Во-вторых, пойдите в свой почтовый ящик и поищите, кто из менеджеров Google писал вам в прошлом. То есть не тупо в апелляцию, а поищите, вам, скорее всего, за последние годы писал кто-то из Google. Они обычно там: здравствуйте, я Махмед, предлагаю вам введение вашего аккаунта. Вот найдите, кто вам последний писал. Обычно это индусы или пакистанцы. Кто вам последний писал, и напишите ему очень вежливое, теплое письмо, что: дорогой мой друг, извини, я не увидела твое письмо вовремя. Конечно же, я очень рада с тобой работать. И вообще, ты там сделал мой день, я очень рад. Давай работать вместе. Для него, а он сотрудник Гугла удаленный, для него каждый такой клиент – это прибавка к эффективности, там, к зарплате, к повышению и так далее. Соответственно, он вам ответ напишет, что: о, давай начинать. И тут вы ему ответ говорите: только у меня есть одна проблема. Я вообще не знаю, почему мой аккаунт забанили. И вот тогда вот этот товарищ начинает изнутри копать для вас причину бана. Когда он выкапывает причину бана дня через 2, он говорит: слушайте, у вас там на сайте такой-то скрипт был. Вы идете, этот скрипт убираете, говорите: слушай, дорогой, все, скрипта нету. Бах, и разбан. Так обычно бывает. Поэтому найдите живого человека, который когда-либо с вами связывался. Это 100% вам кто-то писал из Гугла. 100%, раз вы давно рекламируетесь. Так, Владимир, в поисковых запросах поисковые запросы одинаковые, один в один, но цена разная. Один запрос, стоимость конверсии $2, второй такой же $8. Почему? Ну, смотрите, причин может быть где-то 15. Я вам 2 назову, вы поймете.
Как вы думаете, человек, который ищет на английском языке SEO-продвижение сайта, ищет это из Нью-Йорка и ищет это из Исламабада, Пакистан? Кто из них ценнее для бизнеса? Для Гугла, для бизнеса? У кого выше конкуренция? Вот вам первый вопрос. Разная география. Один может находиться в Нью-Йорке, а второй через реку в Нью-Джерси. Будет разная конверсия. Вторая причина. Первый, и Google это знает, относится к аудитории. Например, большой бизнес, второй относится к аудитории микробизнес. Вот вам вторая причина. И разные ставки. А причин еще может быть целая куча. Владимир, действует ли корректировка ставок геоаудитории в поисковой рекламе, стратегия выбрана целевая цена за конверсию? Нет. Владимир, два сайта работают под разные страны. Нужно ли включать междоменное отслеживание и как оно работает? Google рекомендует для лучшего отслеживания. Нужно включать только в том случае, если одна и та же аудитория посещает оба сайта. Работает он следующим образом. Когда Google добавляет, Google Аналитика, к каждой исходящей ссылке на ваш сайт специальный код, специальную метку. Оно немножко замусоривает ссылки. Нужно только тогда, когда у вас есть, например, сайт, ну, скажем, на разные страны, скажем, на Канаду и на Америку, и большинство людей регулярно ходят с канадского на американский и обратно. Если у вас нет такого явления, если на американские свои, на канадские свои, и эти люди не перескакивают, вам не нужно междоменное отслеживание. Нужно только, бывает так настроено, человек всегда приземляется, например, на американский сайт, а потом у человека спрашивают, а ты вообще откуда? Он говорит, из Канады, тогда перекидывает на канадский. Если есть вот эта переадресация, тогда надо. То есть если люди переходят с одного на другой. Владимир, Google предлагает настроить шлюз тега Google, чтобы получать более точные сигналы. Что-то связано с Cloudflare. Стоит ли подключать? Тут посоветуйтесь с разработчиком вашего сайта, потому что что-то связанное с Cloudflare просто так подключить, есть шанс остаться с неработающим сайтом. Тут вы идете к разработчику сайта и говорите, вот есть такая рекомендация, вот есть такой сайт, вот есть такой технологический стек, у меня там вот это подключено. Можем ли мы сделать вот это, чтобы оно работало лучше? Но это к разработчику, то есть тут Google не советчик вам, потому что если вы сейчас, там, ну, грубо говоря, у вас там какие-то нюансы, связанные с разработкой, вы, по идее, там в 90% случаев ничего не должно произойти страшного. Но все равно к разработчику. Владимир, на каком языке оформлять профиль в Google картах? Если сайт на 14 языках и все одинаково важны. На языке лидере, ну, тут как бы в Google картах, смотрите, в Google картах существуют мультиязычные отзывы, но они очень некорректно работают. Выберите один язык, ну, английский по умолчанию обычно. Подумайте, задайте себе вопрос. У меня 14 языков. Люди, говорящие на этих языках, какой язык понимают все они? Ну, наверное, английский. Вот вам и ответ. Так, Павло. Як вирватися із 7-8% CTR? Змінюю постійно пошукові запити, всі поля заповняють, але результат слабкий. Павло, дивіться не на CTR, а в першу чергу на конверсії, на вартість конверсії, на кількість конверсії. Якщо гроші конверсії вас влаштовують, забийте на CTR. 2. Чи стикались з таким випадком? Підключив мерчант, але Google не публікує товари, кидає запит на підтвердження ліцензії на азартні ігри, сайт на пром, їх саппорт не відповідає. Не зустрічався, але писати в саппорт. Писати в саппорт або знайти, як я сказав, менеджера Гугла, який колись вам писав, а він вам 100% хтось писав, і зв'язатись з ними, попросити допомогти. Так. Анжела. Добрый день, Игорь. Добрый. Благодарю за курс и обучающее видео. Пожалуйста, очень помогают. Скажите, пожалуйста, стоит ли реагировать на уведомления ограниченным бюджетом, если продолжаем получать контакты по адекватной цене и в то же время не имеет возможности повышать? Не игнорируйте. То есть если вас все устраивает финансово, количество конверсий хорошее, цена конверсии хорошая, то Google с вас просто денежек больше вытребует. Не обращайте внимания. Рекламная кампания уже локализована до одного выгодного города. Опека пожилых людей в Варшаве. Дневной бюджет $100.
Google рекомендует его увеличить в 2, а лучше в 4 раза. Ну, конечно, Google нужны деньги для борьбы с OpenAI за лидерство в искусственном интеллекте. Вот он и просит у вас в 4 раза больше денег. Средняя стоимость конверсии окей. Игнорируйте. Google будет всегда просить больше денег. Ну, понятно почему. Потому что это способ увеличить прибыль компании. Акционеры скажут спасибо. Вадим, какие 3 фактора в первую очередь влияют на результативность рекламы и перформанс в 2026 году? Поменялись ли они по сравнению с 2025? Вадим, я неделю назад проводил вебинар именно на эту тему. В четверг, по-моему, проходил. Попросите кого-то из команды или куратора, или менеджера, и вам дадут запись этого вебинара. Там я 5 говорил, 5 основных критериев, 5 основных изменений. Просто, чтобы сейчас не повторять, там я 1,5 часа про них рассказывал. Чтобы сейчас вам не делать быстрый пересказ. Попросите, уже готовый есть, где по фактам разбито, что в 26-м работает и что изменилось. Так, Усманов Серап. Я не знаю ничего в контекстной рекламе. Мне как новичку подойдет этот формат обучения? Какой формат? Если формат вы имеете в виду магия Google, то более чем. Обратитесь к менеджеру, вас проконсультируют, вам помогут. Квад. Для начала вообще разобраться в интерфейсе. Запись эфира будет, если я сегодня не смогу, будет без связи. Запись будет, в интерфейсе разберетесь, если что-то непонятно, у нас есть куратор. Владимир, как бы вы сегодня подходили к продвижению и масштабированию интернет-магазина с широким ассортиментом 6000 позиций? На каких инструментах сделать акцент, чтобы выстроить стратегию с максимальной рентабельностью на вложенный капитал? 6-7 тысяч позиций. Значит, что бы я делал? Первое. Я бы в первую очередь очень детально проработал до продажи. Вот я буквально в понедельник консультировал интернет-магазин украинский. Они в 3 раза, то есть человек в 3 раза поднял свою чистую прибыль как владелец просто за счет того, что он добавил до продажи. То есть он начинал с того, что люди заходили, покупали один товар и уходили. После консультации что он сделал? После консультации он добавил в каждую карточку товаров умные рекомендации, с этим товаром также покупают. В корзине до продажи. И на страничке «Спасибо» еще один апселл, дорогой товар. Теперь люди уходят в корзине с 3-4 товарами. Видите разницу? То есть чистая прибыль просто поднимается. То есть в первую очередь я бы прямо изучил все в мире подобные интернет-магазины, подобные вашему. Самые лучшие взял бы и изучил. И посмотрел, какая у них тактика до продаж. Чтобы я был уверен, что когда человек, за которого я заплачу, за его клик, придет на мой сайт и что-то захочет купить, я по максимуму получил прибыль из этого человека. Это первое, что бы я сделал. Второе, что бы я сделал, это проработал бы фид товаров. Если есть старая предыдущая статистика по рекламе, я бы проанализировал в фиде товаров и разбил фид на 4 части. Как я рассказываю в курсе шопинг-формула. Супергерои, помощники, зомби и типа ни рыба, ни мясо. И в первую очередь запустил бы рекламу на суперперформеры, на топ-товары. Запустил бы стандартный шопинг и Performance Max. 2 подфида. Вот эти 2 бы сделал. Вот. Дальше бы продолжил увеличивать. Дальше бы подключил, посмотрел, по каким поисковым запросам приходят или не приходят люди, подключил бы еще поисковую рекламу. И потом бы постепенно начал увеличивать количество рекламируемых в фиде товаров. Но не сразу со всего фида. Вот примерно так. Ну, а дальше бы еще Demand Gen подключил, то есть вот такое расширение. Так, Каталина. Можно ли запускать компанию Performance Max в новом аккаунте без статистики? Смотря какую. Шопинг можно. Обычную я бы не стал. Стоит ли запускать параллельно с поисковыми при ограниченном бюджете? Если интернет-магазин, да. Если не интернет-магазин, то начните с поисковой. 2. Если у меня небольшой бюджет, могу ли я создать в одной компании объявление на нескольких языках? Нет, не надо так делать. Выберите тогда один язык. Выберите или румынский, или русский. Да, Молдова. Или румынский, или русский выберите. Не надо в одной компании 2 языка смешивать, будет ерунда. Отдельно. Начните с румынского, ну, наверное, или с русского. Смотря в каком городе, то есть где у вас больше. Если Кишинев, я думаю, с русского можно начать.
В одну очень не советую. Как настроить показ рекламы в Viber? У меня была неудачная попытка, у меня была база клиентов, я направил бюджет на продвижение, но бюджет вообще не расходовался. Так и будет. Google сейчас очень неохотно сужает показ до одного приложения. То есть теоретически вы можете настроить через разные типы компаний показ только в Вайбере или только в WhatsApp, но практически это будет сущие копейки и нулевая эффективность. То есть уже вот той старой возможности сконцентрироваться на один сайт или на одно приложение, его нет. Как решить проблему статистики в Performance Max? В аккаунте Google Ads отображается сотни конверсий, но клиент утверждает, что получил 10 звонков. Чтобы оптимизировать кампанию Performance Max, чтобы не терять бюджет без реального результата, вы идете в курс и смотрите урок про отслеживание конверсий. Скорее всего, у вас Performance Max настроена на все подряд цели на сайте. Пробыл 3 минуты, кликнул на телефон, что угодно. И в итоге оно оптимизируется не на реальных клиентов, а на мусор. Проверить, под что оптимизируется эта конкретная компания в ее настройках. Еще вопрос. Клики есть, средняя длительность сессии 2 минуты, товары в корзину, но заказов мало, даже рекламный бюджет не окупается. Какие еще показатели мне стоит проанализировать, чтобы понять, в чем проблема? В сайте UX или все-таки нужно улучшать стратегию продвижения? Первое, посмотреть модуль по трэбл-шутингу в курсе. Второе, интернет-магазин продает люстры. Ключевые слова: магазин люстр Кишинев, люстры Молдова цена. Трафик есть, но продаж нет. Поставьте Hotjar. Hotjar. Давайте напишу в чате. Hotjar. Hotjar – это система слежения за пользователем. Hotjar. Берете и смотрите, сделайте запись и смотрите, как люди, то есть берете, завариваете себе чай, садитесь перед монитором и смотрите, как люди мышкой двигают по вашему сайту. И дальше начинаете анализировать, в чем причина того, что они отваливаются. Вот так. Екатерина. Реклама супер, классные ключи, заголовки, описание, но конверсии 0. 50 кликов, 0 конверсии. Вообще непонятно, в чем причина. Смотрите, 50 кликов – это, в принципе, во-первых, я не знаю, какая ниша. Может, у вас ниша продажа элитных яхт в Монако за 7 миллионов долларов. Вы такая говорите, у меня уже 50 кликов, и ни одной яхты за 7 миллионов не продала. Не знаю, какая ниша, не написали. Но идея в том, что 50, если вы с нуля запустили рекламу только-только, то это нормально. Проверьте, по каким поисковым запросам были, не ключевым словам, а поисковым запросам были эти 50 кликов. Что искали люди конкретно? Какой был CTR? Вы говорите, классно, все более. То есть вы на себя меряете, вы говорите, мне нравится моя реклама, у меня все классно. Посмотрите, по каким запросам люди были, и поставьте, вон я Hotjar писал, проверьте, что эти люди делают на сайте. Но по 50 кликов статистики я бы вообще никакие выводы не делал. Оксана, прошу, Игорь, добрый день, прошу направить на ошибки. У меня одностраничный сайт, детский продукт. Пока прошла 3 модуля, быстрее не получается, многие моменты конспектирую. Изначально прописала 2 ключевых, одно на украинском, также оно звучит на русском. Вторая часть слова на английском, но суть одна, люди могут искать что так, что так. Добавила еще одно, но сегодня убрала, так как тянул CTR вниз до 3%. Рекламу запустила 16 марта, прошло 2 недели. Каждый день проверяла, убирала минус слова. На сегодня, 1 апреля, просмотров 429, 29 кликов. CTR 6,76, больше не поднимается. ROAS 546. Цена за клик 16 центов. Бюджет 100 гривен. Исходя из таблицы, 3 заявки, 2 покупки. Продаж нет. Стойте, тогда у меня вопрос. Вы пишете, у меня ROAS 546%. ROAS – это возврат инвестиций в рекламу. Если у вас 546, это значит, что на каждый вложенный доллар у вас почти 6 долларов дохода. А потом вы говорите, продаж нет. А откуда ROAS взялся? То есть первое, что я вижу, у вас что-то неправильно настроено, есть ошибки. То есть если ROAS положительный, большой, красивый, то Google считает, что у вас есть продажи. А если их по факту нет, значит Google считает продажами то, что не является продажами. Вот. Это первое. То есть явно ошибка в конверсиях.
Тег-менеджер подвязан, ошибок нет. В PageSpeed производительность средняя. Нужно еще подвязать Google Analytics, пока что не выходит. Поставьте тоже Hotjar, посмотрите. Но опять же, 29 кликов, друзья, 29 кликов с нуля запущенной рекламы, это если бы бизнес было так легко в мире запускать, то есть если бы ты такой пришел и такой запустил бизнес, и через 10 кликов у тебя купили, то, наверное, предпринимателями было 90% населения планеты. Но знаете, как говорят, что предприниматель, владелец бизнеса – это человек, который просыпается утром, подтягивается в кровати и говорит: я буду самым успешным человеком на этой планете, а когда ложится спать, думает, как бы не умереть бомжом. Потому что для бизнеса это нормально не получать результат с первого раза. И то, что у вас 29 кликов и 0 продаж, я бы воспринимал это как нормальный процесс обучения. Проверить конверсии, проверить, что делают люди, проверить поисковые запросы. Не ключевые слова, а поисковые запросы. Не делать изменения так часто. Вы пишете: я потом добавила, потом убрала слово, потом опять добавила. То есть это процесс, друзья. Чтобы вы понимали, когда я запускал онлайн-школу в 2019 году, у меня уже был опыт Google рекламы в 13 лет. То есть я 13 лет херячил, разбирался в Google рекламе. Знаете, сколько времени прошло до первой продажи? Почти год. То есть я деньги тратил на рекламу в Ютубе, в Фейсбуке, в Google, в поисковой рекламе. Подбирал, а что если такие ключи, а что если такая посадочная страничка, а что если так продавать? И через год, не год, там 9 месяцев было. Это при том, что у меня было 13 лет опыта. А вы говорите, 29 кликов, прошло там неделя, у меня нет продаж, а они должны бы быть. Кому-то везет, кто-то с первого дня такой класс, у кого-то своя специфика. Кому-то нужно попробовать и так, и так, и так. Пробовать, что не делать так часто изменения, проверить поисковые запросы, проверить Hotjar. Вот. И явно что-то с конверсиями, то есть что-то не так настроено. Ольга. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга. Спасибо за ваши уроки. Особенно ценно, что вы даете не только теорию, но и практическое понимание, как мыслить внутри. Пожалуйста, Ольга. Хочу задать вопрос по аудиту. При заходе в новый проект. Есть ли у вас свой рабочий темплейт, чек-лист или фреймворк, по которому вы быстро проводите первичный аудит? Интересно понять именно ваш подход. Как вы приоритизируете проверку аккаунта, какие зоны смотрите, чтобы быстро оценить реальное состояние проекта? У меня детальный аудит часто занимает 4 часа. Я сейчас ищу с помощью сделать этот процесс более системным. Есть ли у вас логика и структура, которая позволяет сократить время на аудит, но при этом не потерять глубину анализа и качество рекомендаций? Значит, вопрос, человек сам делает аудиты, человек хочет делать их лучше. Как я делаю? Давайте так. Если бы я был на вашем месте, и вот, например, я бы увидел, что Перри Маршалл, это как бы мой учитель, делает крутые аудиты. Я хочу научиться так же. Я бы пошел, сказал: Перри Маршалл, вот сайт, купил бы у него аудит, он бы мне сделал аудит сайта, я бы взял это видео, разобрал по минутам, записал и дальше делал бы, как он, аудиты. То есть, если у меня была бы задача скопировать стиль мышления. Теперь, как я делаю? Значит, я открываю все вкладки, то есть вот есть в аккаунте, вы лазите по меню, да, в аккаунте, и у вас разные вкладки. Правой кнопкой открыть новые вкладки, правой кнопкой открыть новые вкладки. Открываю абсолютно все, там их 30. И поскольку Google Ads не самый быстрый, я ухожу там на 10 минут, пока оно прогружает. И потом я начинаю в каждой вкладке просто тупо по очереди смотреть вкладки и запоминать или записывать, какие есть где нюансы. Ну, а дальше это просто насмотренность. Первые свои аудиты, которые я делал много-много лет назад, они тоже занимали весь день. Я возвращался, но когда у меня на данный момент я там больше уже 1000 аккаунтов, наверное, даже больше 2000 сделал аудитов, я просто открываю и смотрю. То есть это идет, знаете, как механик, когда там на СТО, видели таких механиков, когда ты ему машину подводишь,
Он открывает капот, стоит рядом, просто слушает, говорит там то-то, то-то неправильно. То есть у него уже такая наслушанность, что он за секунду определяет. А другому механику нужно будет 3 дня до винтика разобрать эту машину, чтобы найти проблему. Так же и у вас. Чем больше вы их делаете, тем больше у вас насмотренность. Но логика такая: открываю все вкладки, тупо по очереди начинаю смотреть. Так, Ольга, здравствуйте. В Фимакс появился статус «Допущено» с ограничениями, низкое качество объявлений. Почему он так пишет? Не знаю. Еще просит добавить 13 заголовков, 4 описания, 10 изображений. Если Performance Max настроен в формате feed-only. Компания работает больше года. В этой компании как сигналы широкое, что делать? Я вам скажу, Ольга, он так пишет потому, что если вы добавите, значит, давайте логика. У вас feed-only. Самый эффективный тип компании для интернет-магазинов. Самый эффективный. Вам Google говорит: а добавь ко мне, у тебя компания плохая, добавь мне объявление, добавь мне картинки. Зачем он так говорит? Потому что до того, как у вас в объявлениях есть картинки, Google не может показывать вашу рекламу в своих партнерских сетях. Может, но ограниченно. Как только вы добавляете в ваше объявление картинки, Google получает добро показывать вашу рекламу на мусорных площадках и получать от вас деньги. До этого он этого не может делать, он только товарное объявление может показывать. И тут Google думает: а как же, я сейчас абсолютно не шучу, не делаю сарказм. Как же мне с рекламодателей, которые умные, которые делают feed-only компании, как же мне с них денежек поиметь, показывая их рекламу в партнерских сетях? А напишу ли-ка я им всем в кабинетах, что у них плохо настроена реклама и что нужно объявление повысить? И правильно, половина из тех, у кого feed-only, забьет, а половина скажет: о, мне Google написал, что нужно добавить картинку. Добавит картинку и будет больше тратить деньги на Google рекламу. Поэтому, Ольга, ответ: игнорировать. У вас компания feed-only, которую вы создали намеренно, без изображений и намеренно, без заголовков. Это ваше осознанное решение. Почему вы собираетесь менять это решение? Из-за того, что Google вам сказал его поменять. То есть это вот все равно, что, знаете, не знаю, я там хожу, например, не знаю, на машину чиню в одном и том же СТО, и вдруг мне хороший пример. Например, я езжу там Range Rover на одно и то же СТО, а мне говорят: тебе нужно ездить только в главный офис Range Rover, там в 3 раза дороже, но тебе нужно ездить только туда, там будет, потому что там лучше починят твою машину. Ну, каждый из нас скептически улыбнется, да, так спокойно, но улыбнется. Но почему, когда Google нам то же самое говорит, мы: о боже, что делать, быстрее менять? Да ничего не делать, забить. Пусть пишет. Так, Ольга, пару месяцев назад произошел скачок подорожания товаров и упал спрос. Ранее Performance Max был на все товары. Сейчас 2 месяца оставила только выборочно, которые заказывала. Добавила несколько своих топов. И в целом до 16 тысяч. Так оптимизировала, чтобы не распыляться. Остальные товары убрала. И дневной бюджет сейчас стоит минимальный. Это все дало небольшой результат, учитывая ситуацию. Продажи были. Вопрос. Когда начинать возвращать все товары в Performance Max? Тогда, когда вы почувствуете, что вам нужно масштабироваться, что когда вы почувствуете, что вы увеличиваете бюджет, а заказов больше не становится. Вот тогда. Пока, то есть, судя по всему, проблема сейчас не в том, что вы хотите расти, а в том, что вы хотите добиться эффективности. Вот пока не добьетесь эффективности, не расширяйте. Так, когда начнет, можете параллельно, правильно вы спросили, вторую Performance Max на все товары и на меньший бюджет. Вот так можно. И еще один вопрос. Сейчас появился недорогой товар, который пользуется спросом, часто заказывают. Маржа небольшая, но при увеличении количества заказов может выгодно на объеме, чтобы он не брал на себя особое внимание бюджет, клики и прочее. Стоит ли его как-то вывести в отдельную компанию? Ну, смотрите, компания из одного товара будет работать не очень хорошо. Что Performance Max, что торговая.
А, В принципе, если он, ну, как я понял по вопросу, стоп, а вот сейчас я не понял. Сначала я понял по вопросу, вы говорите, что у меня есть какой-то товар, который много заказывает, у него низкая маржа. И вы пишете, чтобы он не брал на себя особое внимание. То есть я понимаю, что вы не хотите, чтобы на него было огромное внимание. А дальше вы пишете, как превратить его в горячий пирожок. Так, если вы не хотите, чтобы брал, тогда вы его убираете из основной компании. Если вы хотите, чтобы на него максимум акцент, можете попробовать его и еще два-три суперперформера, самых-самых-самых лучших, тоже в отдельную компанию вывести. Вот. То есть в зависимости от того, что ви хотите, можна його ізолювати. Роман, ми хочемо зрозуміти, як правильно запускати та оцінювати етап навчання Performance Max до нашого e-commerce продукту. Підкажіть, будь ласка, які для нас мають бути практичні правила по стартапі Max? Який реальний бюджет необхіден? Бюджет це берете вашу вартість конверсії, помножуєте на 30. От вам місячний бюджет. Який реальний мінімальний бюджет? Так, який неформальне засадання, щоб достатньо кількості сигналів 50-100 конверсій на місяць, щоб достатньо. Чи варто на старті звужувати географію, чи залишати ширшою? Дивлячись, яка географія. Я ж не знаю, не країни, ви ж нічого не писали. Якщо Штати, вся Америка, ні. Почніть з одного штату. Якщо Україна, ну і знову ж таки, тут же ж питання, дивіться, жодної цифри в вашому питанні. От дивіться, якщо у мене реклама на всю Америку, а бюджет $1000, ну, не то, що штат, і не то, що місто, це містечко якесь маленьке треба вибирати. Але якщо у мене та ж $1000, вузька ніша і Україна, то можна на всю країну. Запускатись на ту географію, на яку вам вистачить грошей покрити. Чи потрібно додавати багато audience signals в Asset Group? Ні, не треба. Лише кілька найсильніших. Скільки асетів в Asset Group є оптимальною? В курсі ж є ця інфа. Почніть з 3-5. Порада, дивіться курс. Дивіться курс, урок про асети, про аудиторію. От. Почніть з 3-5. Без змішування, ізольовані асети. Так, Ігор. Прошел уникальный курс AI система маркетинг. Класс. Да, у нас, друзья, все 100 человек, которые прошли, прямо очень сильно стартанули. Вопрос. Как можно монетизировать эти знания, приемы и правила курса, кроме внутреннего употребления? Ну, смотрите, если посмотреть, в принципе, на мир, то все больше и больше предпринимателей сейчас просыпаются и говорят, а как мне использовать искусственный интеллект? При этом статистика очень забавная. Последняя статистика говорит, что в мире только 10% людей используют искусственный интеллект. Представляете? То есть из 8 миллиардов нас на планете, на самом деле только 800 миллионов используют. Хоть как-то, хоть касательно используют. И на самом деле мы сейчас в стадии такого самого раннего использования этой технологии. Это точно та же стадия, которая была, когда только появился интернет. Никто не понимал, то есть все хотели сайт, но никто не понимал, как на этом сайте заработать. И те, кто вот в то время далекое первыми начал объяснять, как это делать, те были потом на коне. То есть если вы, Игорь, обладаете чувством, что вы хотите оседлать эту волну, подумайте, какую одну вещь вы можете решить в бизнесе прямо сейчас с помощью искусственного интеллекта. Вот в курсе, например, AI-система маркетинг я рассказывал о 4 системах. О AI Центр управления маркетингом, стратегическая система, контент-завод, практическая система, AI-компас, практическая система анализа конкурентов и нейромодель клиента, практическая система. Вот какая из них больше всего вам резонирует, и вы чувствуете, что у вас там сила. Например, вы определили, что у вас по анализу конкурентов. Вы создаете готовый продукт
например, супер какой-то анализ конкурентов, аудит рынка, как хотите, AI-аудит рынка называйте. Ставите ему какую-то, то есть ваша задача какая? Чтобы к вам пришли первые предприниматели, которые сказали: "Я хочу этот продукт". Дальше начинаете в своих соцсетях, что у вас там, YouTube есть, не знаю, Facebook, Instagram, может быть, TikTok. Начинаете рассказывать об этой услуге. И когда к вам приходят люди, вы им делаете эту услугу, делаете ее максимально качественно и, говорите: "Слушайте". Человек, например, вы с ним созваниваетесь, человек говорит: "Ой, я в восторге, очень круто, все, у меня все сработало". Вы говорите: "Слушай, это одна система, у меня таких 4. Хочешь, я тебе все остальные внедрю?" И вспоминайте, как делают, например, как делают, установщики кухонь и так далее. Если ты у них заказываешь услугу, замер отнимается от стоимости. Вот этот трюк. Диагностика отнимается от стоимости, да. И вы им говорите: "Слушай, у меня так, например, полностью стоит все эти 4 системы внедрить в бизнес $1000. Но если ты принимаешь решение сейчас, то я там $200 или $300, которые ты заплатил за Оракул, за первый заказ, я отнимаю от суммарной стоимости. И вот если ты оплачиваешь сейчас, за 700 ты все 4 системы получаешь". Ну, вот примерно так. Вот. Окей. Дальше. Предпоследний вопрос из формы, и перехожу к вам, друзья, в чат. Вопрос: почему Google занижает показатель качества ключевых слов? Так, сейчас тут ссылка. Первый, ответ на вопрос. Это посмотрите модуль курса, который посвящен показателю качества. Потому что в этом модуле я четко рассказываю, что показатель качества зависит от 3 параметров: ожидаемый CTR, релевантность посадочной и релевантность объявления. На каждый из факторов можно влиять. То есть ответ на ваш вопрос, почему у вас Google занижает вам показатель качества, у вас не все в порядке с одним из 3 параметров. Смотря на ваши скриншоты, я вижу, что у вас не все в порядке с качеством целевой. На качество целевой влияет, в свою очередь, смотрите урок по показателю качества, и будет вам счастье. И увеличите, и все будет хорошо. Посадочная. Так, давайте глянем посадочную. Так. Сейчас. Когда ссылки в форме, они так тяжело открываются. Так. Ну, вот у меня вот так посадочная открылась. Доставка из Алматы, Астана. Это все? Ну, вот вам ответ. Потому что на этой посадочной, ну, я не знаю, как технически реализован ваш сайт, но если Google бот видит вот такую посадочную, а запросы у вас, какие у вас запросы? Щас. У вас запросы: кофе зерновой, кофе в зернах, арабика, а Google попадает на страничку, где есть доставка Алматы, Астана, где нету кофе зернового, арабики. Скорее, ну, я так понимаю, Google вот эту страничку видит. Ну, вот, конечно, плохой показатель качества. На этой страничке хороший показатель качества будет по запросу Алматы, просто Алматы. Вот когда я уже нажимаю на Алматы, оно через какое-то время, кстати, вот вторая причина, это онлайн. Вот до сих пор оно думает. Вот давайте сколько секунд? Кто считал? Ну, секунд 8, наверное, да, было? Вот это кружилось. Вот вторая причина низкого качества. Медленный сайт. Вот сейчас нажимаю куда-то, ну, уже быстро перевод. Ну, скорее всего, вот вам 2 причины, которые я уже нашел. Медленно и на посадочной. То есть если Google заходит на ту же посадочную и видит, что там 3 слова: доставка из Алматы, Астана, вот и плохое. Вот. Окей, друзья. В форме вопросы закончились. Теперь перехожу к чату. Самый верх поднимаю и поехали. Bitter Lemon. Доброго дня. Поясніть стосовно етапу навчання програма Max, який на практиці потрібен. Мінімальний бюджет, просуваємо лише один товар. Середня вартість кліку $1. На США один товар
Мінімальний бюджет. В останній кампанії зробила 4 конверсії і померла. Питання: скільки вона витратила гроші, коли ці 4 конверсії зробила? От цю суму, наприклад, вона витратила $1000. Оцю суму ділите на 4 і домножуєте на 30, а краще на 50 і отримуєте бюджет. От у вас з 3 цифр можна його порахувати. Так. Ще можна доєднатись? Это Олеся. Да, друзья, спрашивали, еще раз напоминаю, чтобы не пропустили, чтобы меня на следующем эфире опять не просили об этом промокоде. В начале эфира попросили, у меня вчера закончился предварительный набор на первый поток курса «Магия Google 5.0», самый новый курс по Google рекламе. Несколько человек тут не успели, попросили, я дал промокод, который действует до сегодня, до 12 ночи по Киеву. Поэтому вот он в чате где-то есть промокод, чтобы потом на следующем эфире не говорили, я не знал. Так, 88 USDT. Подскажите, в каких случаях лучше использовать Google Аналитику? Во всех. Лучше чего? Если у вас есть альтернатива, у меня нет альтернативы. Если у вас есть альтернатива, то спросите у альтернативы. Если альтернативы нет, то во всех не помешает, пригодится. Так, Крокер, добрый вечер, благодарю за курс «Доступ к ценной информации». Сейчас ожидаю автобус, через 40 минут не смогу присутствовать. Будет ли запись? Будет. Какие особенности по работе с PMax изменились за последние полгода? Вебинар неделю назад был. Попросите у менеджера, дадим вам запись. Или у кого-то из моей команды. У вас же есть контакты. Дадим запись. В Google картах реклама, переход на сайт. За месяц 500 переходов. Как отследить конверсии? Телефон и прокладка маршрута не подходят. Только онлайн-заявки с сайта. Google аналитику. Значит, берете к ссылке. Значит, в Google картах размещаете не просто ссылку на сайт, а ссылку на сайт с UTM-меткой. И отслеживаете в Google аналитике эту UTM-метку. Вот так. Так, но код. Подскажите, с какого бюджета лучше стартовать рекламную кампанию в YouTube? Кто-то говорит со $100, кто-то говорит, что минимум 30 на конверсии. Значит, смотрите, вопросы, поехали. Какая страна? Какой продукт? Какой тип рекламы? Какая цель рекламы? Вот без ответа на эти 4 вопроса, то начинать рекламу в YouTube можно от $1 до $1 миллиона. Есть, чтобы вы поняли, это не сарказм. Есть Денис Ю, мой хороший друг, американский эксперт по рекламе. Он уже много лет продвигает идею, называется $1 a day. $1 a day. $1 в день. Он говорит, что даже, то есть у Дениса очень интересная модель, он как акселератор людей, желающих открыть бизнесы. То есть он везде там на конференциях вещает, он говорит, если вы еще не открыли бизнес, как типа себя вот я хочу через год открыть бизнес, как себя подготовить? И он говорит, вы в день тратите $5 на кофе. Вместо этого потратьте $1 на YouTube рекламу, 1 на Facebook рекламу, 1 на Instagram, 1 на TikTok и 1 на Google рекламу. У него стратегия называется $1 a day. $1 в день на каждый вид рекламы. Настройте, и пусть оно по клику, по полклика, по просмотру вам капает в течение года. И в течение года у вас уже будут первые цифры в вашей нише. То есть это стратегия Денниса. То есть я не утрирую, когда говорю от $1. И до $1 миллиона, поверьте, я тоже не утрирую. Я запускал рекламу, у которой задача была за 2 недели набрать в Америке конференцию по real estate, по недвижимости. $1 миллион бюджет для старта был. Вот, поэтому вот такой диапазон от $1 до $1 миллиона. С какой стратегии ставок начинать YouTube-компанию? Target CPA или с максимум конверсии? Начинайте с максимум конверсии. Есть ли смысл, если новая компания стартовала, ее с обучения на конверсиях, добавления в корзину, чтобы она быстрее обучилась, потом переключать на оплаты? Имеет смысл, да, это имеет смысл. Добрый вечер, подскажите, что делать, если я запускаю Demand Gen на США, но на услуги только инстрим, и компания вообще не спендит? Что там где-то пережали? Или аудиторию пережали, или географию, ну, если география на всю США, то или аудиторию пережали, или бюджет слишком низкий, или стратегия назначения ставок сильно зажата. Что-то где-то пережали. Потому что Google,
у алгоритма есть понятие инерционность. Если он понимает, то есть когда он пускает вашу рекламу в показ, он не может ее моментально остановить, она какое-то время еще показывается. Если он понимает, что вашего бюджета не хватит даже на этап торможения, то есть, грубо говоря, давайте я вам аналогии проведу. Смотрите, представьте себе, что у вас есть автомобиль, и вы говорите автопилоту: разгони мой автомобиль так, чтобы через 10 метров он остановился. Автопилот понимает, что если он нажмет на газ, его инерционное движение 11 метров. То есть он понимает, что если он начнет движение, он не остановится через 10 метров. Ему как минимум 11 надо по инерции проехать. То он просто не будет начинать движение. То же самое и у вас может быть. Что делать, если PMax каннибалит search компании? Или это неплохо? Приходите на курс шопинг формула плюс Performance Max, и там мы как раз детально рассматриваем, как разделить. Это плохо, конечно же. Как разделить каннибализацию Performance Max поиска, бренда и всех остальных поисковых компаний, шопинга и Performance Max. Все это разделяется, конечно. В каких лингтген-бизнесах Google реклама – это главный источник трафика? Не ФБ, не SEO, а именно Google реклама. В каких лингтген-бизнесах Google реклама? Но у меня нету, к сожалению, в голове справочника все бизнесы мира, чтобы я такой, сейчас. И 3 часа подряд называю вам лингтген-бизнесов. Во многих. В трафике конференций, в трафике аддикций, в трафике инфобиза, в инвестиционных проектах, финансовых проектах, косметологических проектах, премиум нишах. Много где. Много. Дальше, следующий вопрос. Много брендового трафика в Google. В органике мы первые. Конкуренты не показываются. Сколько процентов от бюджета целесообразно тратить на брендовую? Я бы вообще не тратил. Ну, если вы в трафике первые, конкуренты не показываются. Ну, все отлично. Вам не нужно его защищать. Ну, ну, я просто редко встречаю, может, конкуренты показываются, но вы их не видите. Вот в чем вопрос. Это важный вопрос. А это очень часто бывает, если конкуренты чуть-чуть хитрее. Если так, тогда тот процент, который хватит, чтобы не отдать ваш трафик конкурентам. Так, Игорь, добрый вечер. Подскажите, это коммерческий запрос или информационный? Когнитивно-поведенческая терапия при тревожности. Когнитивно-поведенческая терапия при тревожности. Я думаю, это информационный. Человек ищет, как работает эта терапия. Он ищет, может, какие-то, не знаю, медитации на Ютубе, какие-то тесты, технологии. В этой нише коммерческий – это консультация когнитивно-поведенческого терапевта. Когнитивно-поведенческий терапевт. Психотерапевт при тревожности. Психолог при тревожности. Когнитивно-поведенческий психолог. Вот это коммерческий. Так, The Victio. Существует эффективная стратегия для продвижения мобильных приложений с небольшим бюджетом. Какой минимальный бюджет, который может оценить эффективность? 30, а лучше 50 стоимости установки вашего приложения. Вот минимальный бюджет в месяц. Привет, уже ждем курс 5.0. Класс. Вот Михаил присоединился. Расширенные конверсии, server-side GTM для Google нужно делать или веб GTM достаточно? Тут вопрос, давайте так, для большинства ниш пока что достаточно веб Google Tag Manager. Плюс не у всех бизнесов есть возможность нанять адекватного разработчика, который настроит серверный, то есть это нужно сервер-сайд GTM поднимать, веб и коннект между ними. Не у всех есть техническая возможность, поэтому я бы сказал, пока это не горящая задача. Но если у вас есть хороший разработчик, программист, который уже сейчас может что-то поднять, тогда я бы сделал.
Как скорость подтяжки конверсий в кабинет Google влияет на эффективность работы? Прямо пропорционально. Чем быстрее конверсия, тем быстрее оптимизация. Чем быстрее они приходят, тем быстрее оптимизация. Анна, какой ваш курс посоветуете для начинающего? У меня собственный бизнес, в маркетологах разочаровалась. Анна, не одна вы. 80% людей, которые приходят на магия Google, у меня в первый урок есть приветствие, где я прошу рассказать о себе. 80% людей там рассказывают, что разочаровались в маркетологах, фрилансерах, агентствах и пришли разбираться сами. Вот, поэтому, Анна, вы не одна такая, 80%, вот 4000 учеников уже прошли программы, вот из них 80% с такими же проблемами. Однозначно я вам рекомендую курс «Магия Google 5.0», который как раз вот вчера мы завершили запуск. Сегодня я вам в чате тут где-то дал еще раз промокод на него. И с 17 апреля мы стартуем, первый модуль идет. Вот. Егор, CTR 12.14, релевантность 3.10. Почему так? Я же только что говорил, качество зависит от уже больше часа эфир, начинаю заговариваться. От CTR, релевантность ключевого, релевантность объявления. Смотрите, что у вас там. Так, по какой причине показатель оптимизации падает? Упало на 18%. Игнорируйте показатель оптимизации аккаунта. Он с вас деньги хочет выжить. Игнорируйте. Добрый вечер. Подскажите, что делать, если я запускаю Demand Gen на США, на услуги только инстрим? Так, по-моему, я на этот вопрос уже отвечал. По-моему, да. Только на инстрим, компания... Да, я отвечал. Про инерцию еще рассказывал. Сколько конверсий нужно собрать, чтобы Google начал работать адекватно? Цель покупки. 30, лучше 50. Ой. Благодарю за встречу с вами. Уже давно ученик всех ваших курсов. Класс. Спасибо, что делитесь и приходите. Я люблю проводить время с людьми, которые давно с нами. Нравится развиваться в маркетинге. Подскажите, какие инструменты нужно понимать, чтобы для правильного построения анализа и успешности проектов? ROAS – это математические знания. Но я считаю, самое важное, в принципе, для бизнеса – это юнит-экономика, то есть понимать, как бизнес зарабатывает, какая у него модель. То есть вот у вас есть бизнес, понимать, в чем суть модели. Многие же даже владельцы бизнеса неправильно понимают. Они смотрят на цифры, типа, ну, какая-то прибыль в кармане есть, да? Анализировать, кто приносит деньги, как приносит деньги, как реклама влияет. То есть это общее название юнит-экономика. Грубо говоря, какие затраты у меня есть по направлениям моего бизнеса или бизнеса, который я консультирую, какие доходы есть у этого бизнеса, и как эти расходы и доходы смотрятся в разделе друг от друга. Какие каналы рекламы, то есть как каждый приведенный доллар, сколько он приносит. Это ROAS, Return on Advertising Spend, возврат на рекламные затраты. Какая конверсия на каждом этапе. То есть все, что касается денег. Конверсия лида в покупку, покупки в повторную покупку, средний чек, как увеличивать средний чек, частота чеков. Вот с этого успешность проекта начинается, с того, сколько денег и насколько точно эти деньги могу измерить, и насколько точно я могу... То есть, понимаете, большинство владельцев бизнеса, они мыслят категории «денег стало больше, денег стало меньше». А почему, они вопрос не задают. Или как сделать еще больше денег. А если бизнес развить на микроэлементы и посмотреть, какой бы пример привести. Вот автомобиль, уже сегодня все примеры прошли по автомобилю. Вот смотрите, когда у меня автомобиль, я, например, выезжаю на трассе на автомобиль, я нажимаю газ, а она не едет. Какие у меня есть варианты? У меня есть вариант выйти, побить по колесу, протереть стекло. Что еще можно сделать? Капот открыть, посмотреть, закрыть. Ну, херня какая-то, не едет. Ну, все, да. Не может ехать эта машина быстрее. Но мы же так не делаем, правда? Мы берем эту машину, везем на СТО. И что они делают на СТО? Они просматривают всю цепочку. Есть ли причина в колесах, в валах,
передачах, в двигателе, где-то еще, в топливности. То есть они смотрят и такая, о, вот тут ограничение, и чинят вам его. Также и в бизнесе. Бизнес в целом не приносит денег. Разложить на составляющие и посмотреть, а где именно просадка. Я очень советую, друзья, кто глубоко хочет углубиться в понимание метрик своего бизнеса или консультировать другой, книгу, которая называется «Цель» Ильяху Голдрат. Автор книги Ильяху Голдрат. Называется «Цель. Процесс непрерывного улучшения». Это фундаментальная книга по теории ограниченных систем. Это математическая теория, которая говорит о том, что любую систему, будь то бизнес, машину, завод, что угодно, нужно оптимизировать в точке, где у нее наинизшая производительность, где есть ограничения. И вот вся книжка – это роман, это бизнес-роман, посвященный тому, как искать ограничения и на них влиять. Вот с этого, я считаю, начинается увеличение эффективности проекта. Так, Наталья, чим Hotjar краще Clarity? Да ничем. Тот же инструмент. Можно Hotjar, можно Clarity. Насколько важна поисковая реклама для интернет-магазинов с разными категориями товаров? Важно, если, смотрите, для интернет-магазинов два вида товара, два вида есть запросов. Первый вид – это конкретные позиционные. Купить Panasonic A500, там, зубную щетку. Вот. Человек конкретно ему тупо, где это купить. А есть запросы не товарные, но транзакционные, конверсионные. Например, там, что может быть срочно? Дорожный чемодан с доставкой сегодня. Видите разницу? Человеку пофиг, какой чемодан. У него вечером самолет, ему он сегодня нужен. Или там доставка цветов на выходных. Любые. Розы, гвоздики, что угодно, но чтоб на выходных. Или ночью. Видите? То есть запросы, по которым ясно, что человеку не конкретное что-то нужно, а человеку нужно с условиями. Вот такие запросы, плюс запросы, когда человек ищет в целом купить электрочайник. Какой, я не знаю. Мне нужно какой-то выбор, какой-то раздел. Вот. Так. В чем преимущество статуса Google Partner? Пока что от компании никаких фишек не предоставляют. Я скажу, в последнее время Google стал все жаднее и жаднее. Раньше Google хоть, мне как Google партнеру присылал всякие там чашки, ручки, блокнотики. Сейчас уже года 3 вообще ничего не шлет. То есть Google практически все для Google партнеров плюшки забрал. Для обычных Google партнеров почти все забрал. Вот. Поэтому сейчас особо нету. Так, есть ли смысл улучшать сильнее скорость загрузки, если она проходит проверку Google PageSpeed? Google PageSpeed – это синтетический тест. Синтетический. Есть реальность, есть синтетический тест. И вот знаете, как есть в некоторых странах есть реальный курс доллара, а есть курс доллара, который официальный. Вот в Узбекистане я был 4 года назад, у них так было. В банке один курс доллара, но ты не купишь доллар за этот курс. А есть реальный курс, на котором, потому что в банке нет долларов, но есть курс. Хороший, вкусный курс, но долларов нет. А чтобы купить доллары, нужно пойти на улицу, найти кого-то и совсем по другой цене купить доллары. Вот точно так же PageSpeed. PageSpeed – это официальный курс, просто показатель, цифра. Реальность может быть другая, как в плюс, так и в минус, не знаю какая. Так, подключал Tag Manager через Cloudflare, работал лучше. Фишка в том, что некоторые блокировщики рекламы не блокируют Tag Manager, поскольку подставляется от самого домена сайта. Окей. Да. Так, США услуги. Окей. Здравствуйте, Игорь. Как отследить конверсии с Google Business Profi, если там ссылка на сторонний сервис бронирования, на котором невозможно поставить аналитику, и там не фиксируются переходы с профиля?
Никак. Ну, типа на глаз смотрите в, даже не на глаз, никак. Нет такой возможности. Спрашивать у людей: "А вы как нас нашли?" Ну, большинство скажет в интернете. Ну, никак. То есть у вас, видите, у вас 3 ограничения. Вы у вас Google бизнес-профиль, который не дает этой инфы. У вас не ваш сайт, а сторонняя система бронирования, которая закрытая для вас, и не фиксируется переход. То есть у вас, ну, никак. Как лучше найти в США русскоговорящих иммигрантов для показа видеорекламы? Есть гипотеза, что установка русского языка в настройках не решает проблему. Ну, в первую очередь, это, конечно, ну, у меня работает, на проектах, которые я запускал, тоже работает. Поэтому русский язык в настройках США география работает. Ну, проверено. Русский, украинский проверено. Еще найти, попробовать по районам, где на Брайтон-Бич настроить, если в Нью-Йорке. То есть посмотрите, в Чикаго Ukrainian Village есть, на конкретные районы в городах, где наивысшая концентрация иммигрантов. Игорь, скажите, пожалуйста, если проект онлайн, запускаем брендовую кампанию на имя автора и ставим небольшой бюджет, чтобы поставить весь мир или лучше сузить? Сужайте. Весь мир это плохо, потому что в весь мир входят Бангладеш, Индия и Пакистан, которые вам и имя автора будут искать и на русском, и на украинском, и на всех языках. Не, конкретные страны ставьте. Стоит ли специалисту по Google рекламе учить, как настраивается сквозняк? Я так понимаю, под сквозняком называют сквозная аналитика. Или лучше специализироваться онлайн-кабинете? Я не знаю, как настраивать ну, точнее, я технически, потому что у меня есть там технические знания, я могу ее настроить, сквозную аналитику, то есть если мне там сильно прижмет, я ее настрою. Но я ее никогда не настраивал и не собираюсь настраивать. Ну, а зачем? То есть программисты, ну, потому что сквозная аналитика, как бы там база данных какая-то должна, ну, короче. Я не делал. Если проходили курс 4.0, что есть смысл проходить 5-ю версию? Однозначно есть. Много роликов из прошлого курса, не один. Ни один урок из курса 4.0 не вошел в 5.0. Абсолютно новый, с нуля. Более того, для тех, кто проходил 4.0, напишите менеджеру. Есть условия специальные. Однозначно есть. Это прям прорыв, этот курс «Магия Google 5.0». Так, один из компонентов Quality Score – это ожидаемый CTR. У меня он 3 из 10, что мало. А обычный CTR 13-14, что хорошо. Почему так? Потому что вы решили, что 12-14, что это хорошо, потому что вам нравится цифра. А Google видит вас по сравнению со всеми вашими конкурентами и видит на самом деле, у кого хорошо, у кого плохо. Только что посмотрел Clarity, он стал криво показывать сайт, и ничего не видно, что делать клиент. Запустил Hotjar. Спасибо за рекомендацию. Пожалуйста. Чи є сенс піднімати ставки по брендових словах, якщо конкурент їх активно забирає? В конкурента бюджет X10. Тут питання більше таке, Наталя. Наскільки клієнти, які шукають оці брендові запити, наскільки вони лояльні до бізнесу? Тобто, ну, от дивіться, якщо я хочу піти до певного там, не знаю, лікаря, чи у певну клініку, чи у певний театр, то мені хоч покажи по їх брендовим запросам хоч 200 оголошень. Я знайду те, що мені треба. Це перше. В такому випадку забити. Другий випадок. Коли мені, в принципі, більш-менш все одно купити ті навушники тут чи тут. Де дешевше, там куплю, де побачив рекламу, то куплю. Тобто, зрозуміло логіку? Мислити отак. Так, Вадим, будет запись трансляции? Будет. Есть PMAX на лидген, который хорошо работает. Стратегия макс-конверсии. Лиды по эффективности канала в основном с поиска. Как только пытаюсь масштабировать бюджетом, растет сильно цена клика. Как масштабировать? Как повысить качество целевой? Значит, как масштабировать? Откройте рядом еще одну компанию Performance Max. С изначально большим бюджетом. Поиграйте там с аудиториями. Ну, то есть, во-первых, давайте так. То, что растет цена,
То, что растет цена конверсии при увеличении бюджета, это логично. Ну, это как бы закон мира, закон экономики. Чтобы, когда ты привлекаешь 100 клиентов по $100, то чтобы тебе привлечь 200 клиентов, тебе уже каждый обойдется в 120-130. Ну, так всегда. Пробовать нарезать по географии, по аудиториям. Demand Gen пробовать компании. Если в основном с поиска, поисковые пробовать компании. Тестить. Как повысить качество целевой страницы? Смотреть урок курса «Магия Google», посвященный качеству целевой страницы. Конечно. Я урок не пересказывать на эфире не буду. Так, спасибо за ответ про брендовую компанию. Проходил Google iFormula, класс. Насколько знания всем на какое, стоит ли пойти на ваш новый курс дальше? Смотрите, Google iSearch Formula до сих пор самый глубокий курс в мире по поисковой рекламе. Я не зря говорю в мире, потому что среди англоязычных курсов нет ни одного, вообще среди любых язычных, ни одного курса по поиску, который, во-первых, от эксперта входящего в топ-10 экспертов мира, я 2 недели уже как номер 6 в мировом рейтинге экспертов по рекламе. Во-вторых, курс из 21 модуля. Search Formula – это самый глубокий в мире курс по поисковой рекламе. Вот в глубину поиск. Магия Google – это широкий курс. В нем и поиск, и конверсия аналитика, и Performance Max, и Demand Gen, и видеореклама, и баннерная реклама, и ремаркетинг. Все вместе, все на свете. То есть Search формула в глубину, это в ширину. Он вам даст шире видение. То есть если вы уже отполировали идеальный Search, как раз хорошо Магия Google даст видение всех остальных инструментов, чтобы их объединить в одну мощную систему. Почему в компаниях UAC для всех говорю, это Universal Applications Campaigns, компании для приложений. Google сам ограничивает spend. В одной тематике несколько приложений, одно тратит 50 в сутки, другое 1000. Как с этим бороться? Сегментировать компании. У вас, если все в одной компании, в этом проблема. Сегментировать по приложениям, по географии, по аудитории. Сегментация. Так, і Богданов. Ігор, вітаю, підскажіть, будь ласка, промокод працює тільки для курсу Магія Google, тільки для курсу Магія Google. Якщо я дивлюсь на курси AI маркетинг, зможе його застосувати? Ні. Цей промокод, який я дав це тільки до курсу Магія Google 5.0, тому що він зараз створюється, він з 17 квітня запускається, тільки для цього курсу, для жодного іншого не працює. Используете ли EMAX? Нет, EMAX не использую, AI Max, DCA использую, конечно. Отличные результаты. Стоит перед публикацией фото в Google My Business переименовать его в ключевое слово для лучшего SEO? Не вижу смысла. Так, промокод, да, вот промокод спрашивали для Магия Google 5.0, кому надо. Действует до сегодня 12. Сори. Я говорю 12 ночи, а до 12 дня по Киеву. Завтра до 12 дня по Киеву. Ну, сегодня, короче, можно сказать. Так, друзья, давайте любые вопросы еще, пока мы тут, чтобы мы уже так с вами, знаете, поработали, как говорится, на славу. Поэтому мы уже, я считаю, 1,5 часа очень концентрированной, очень мощной инфы. У меня к вам просьба. Если вы во время меня слушали, у вас в голове крутилась какая-то мысль, задайте эту мысль в чате сейчас, чтобы не получилось, знаете, как я уже говорю, все, пока, и прилетает сообщение, подождите, а я же добрый человек, я говорю, ну ладно, давайте подождем. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, крутятся в голове, вертятся, пожалуйста, напишите их сейчас в чат, чтобы, когда я сказал пока, мы всем сказали пока и разошлись. Так, спасибо за ответы. Пожалуйста. Работали с SaaS-продуктами в Google Ads? Работали. Норм ли там работают PMax и Demand Gen? Великолепно работают SaaS-продукты в Performance Max и Demand Gen. Как ограничить показы в приложениях и на определенных площадках для дисплея? У нас есть, ну смотрите, если вы на курсе у нас есть боевой комплект материала «Бюджет на замке», который как раз дает вам сотни тысяч исключений, приложений и площадок для дисплей-рекламы. Сотни тысяч, собранные за почти 20 лет работы. Поэтому, если у вас есть приобретенный курс «Бюджет на замке», спросите у менеджера про этот курс, про этот бонус, про этот модуль, и вот так отключать.
Роб, добрый день. Я запустил поисковую кампанию. Через неделю после запуска из 15 слов 3, quality score 7, 7, 2. С тех пор я переделал лендинг, но скор не меняется. Во-первых, скор меняется каждые, как минимум, 2 недели, как максимум до месяца. То есть если месяц еще не прошел, мало времени. Если месяц уже прошел, скорее всего, Google до сих пор считает, что этот лендинг, типа, недостоин более высокого качества. Какие варианты поднять низкий? Также, кроме 3 слов, остальные рейтинги не получают. Компания в работе... ну вы сами ответили, 3 недели. Месяц хотя бы. Віталій, Ігор зараз стає все більш популярним Клод. Порекомендуйте, будь ласка, систему маркетингу краще відразу будувати на Клод, чи нема різниці? Віталій, чудове питання. Це питання для всіх, я зараз кажу, про курс AI-система маркетинг, в якому ми будуємо надпотужну, дуже потужну систему управління маркетингом. Значить, дивіться, з точки зору функціоналу її можна будувати і в Клоді, і в ChatGPT. Далі, давайте так, я спочатку відповім, як я роблю. Я зараз переношу більшість паралельних задач роблю у Клоді. І у ChatGPT у Клоді. Більше навіть у Клоді. І там, і там. Перше. Тобто, Віталій, якщо ви хочете максимальну ефективність, я би вам порадив вдвох побудувати. І задавати одне і те саме питання і тому, і тому. І дивитись, як він відповідає кожен. І далі приймати рішення на основі відповіді на ваші питання. Якщо у вас є певні обмеження, у когось там по бюджету обмеження, у когось ще, я б залишився поки що на ChatGPT як найбільш універсальному. Якщо є змога, і той, і той. І задавати питання і туди, і туди. Але я бачу, що Клод набирає оберти дуже сильно, дуже сильно. Мастер, к вопросу про Universal Campaign. У меня каждое приложение на разных аккаунтах. Но Google искусственно ограничивает спенд, а потом может резко, без моего вмешательства, резко сам пробивает. В чем может быть дело? Ни малейшего понятия. Приходите на аудит, откроем аккаунт или на консультацию. Все, каждую строчку посмотрим, найдем. Ну, это, знаете, как диагностировать, уже примеры про автомобиль по чату. Типа, у меня Toyota Prado 2018 года. Плохо едет, шумит. Может, там колесо шумит, может, у тебя в багажнике бутылка виски телепается со стороны в сторону, шумит. Я ж не знаю, що там шумить. Так же і тут. Так, Артем, добрий вечір. Чи варто додати в одну кампанію ціну за клік та функцію Only Call, якщо бізнес у сфері послуг? Я б так не робив. Я б так не робив точно, Артем. От. Тобто, варто чи ні, не знаю, але я б так не робив. Игорь, Клод классный, еще Perplexity в США очень популярный. Ну да, Perplexity как поисковик очень мощный, Клод как широкий. Элеонора, если отключить рекламу, слетают настройки. Как минимизировать повторный запуск рекламы? Проходит минимум неделя, прежде чем выходим на первоначальные показатели. Не отключайте, оставьте, не останавливайте рекламу именно остановкой. Уменьшите бюджет до $1 в день или там до минимального какого-то. То есть не останавливать, а уменьшать бюджет. Выглядит, как будто Google сам на мои приложения или компании накладывает ограничения. Может, у алгоритма черные и белые списки? Запросто. Может. С 1 апреля. С 1 апреля. После ручных ставок лучше переходить на максимум конверсии или сразу CPA? Какую CPA выставлять? CPA выставлять от $1 до $1 миллиона. Отталкиваться от компании или от аккаунта? От своей юнит-экономики, от своей модели. Люди мыслят категории, смотрите, давайте так. Я вам пример просто из жизни приведу. Реальная консультация реального бизнеса. Приходит ко мне бизнес на консультацию и говорит, мы тратим сейчас на Google Ads $200 тысяч в месяц. Я говорю, хорошо. Мы не можем
поднять эффективность рекламы. Мы можем расти там бесконечно. Мы хотим вырасти, мы хотим больше денег получать. Ничего не получается. Посоветуйте, что не так с Google Ads. Как оптимизировать. Тратим вот 200 тысяч долларов в месяц, стоимость конверсии $20, получаем 10 тысяч заявок. Говорю, окей, а хотите сколько заявок? Хотим там миллионы заявок, но по тем же $20. Говорю, так не будет. Начинаю разговаривать. Оказывается, чудеснейшим образом, что они говорят, ну вообще из Фейсбука у нас по $100 цена заявки, но из Гугла по 20. Говорю, подождите, а почему из Фейсбука вы можете платить $100 за заявку, за конверсию, а из Гугла не можете? Говорит, ну потому что в Гугле исторически в аккаунте она была $20. Не-не-не, говорю, ну то, что она исторически была $20, это хорошо. Говорю, вам как бизнесу, если вам будут приходить заявки по $100 за заявку, вам это выгодно? Говорю, да, конечно, выгодно. А когда 20, типа вообще сверхвыгодно. Говорю, так вы хотите больше зарабатывать или из этих же 10 тысяч заказов меньше тратить на рекламу? Говорит, больше зарабатывать. Говорю, так почему же у вас цель расти, а вы экономией занимаетесь? Это все равно, что Джефф Безос, имя забыл, короче, Безос, создатель Amazon, выйдет в свой офис, и вместо того, чтобы думать, как захватить планету, он начнет считать, сколько стоят стулья, на которых сидят его сотрудники. И говорит, покупайте всем стулья не за $200, а за $100, чтобы сэкономить деньги. Ну, это абсурд. И то же самое тут. Говорю, вам, чтобы вырасти, нужно увеличить бюджет и поставить целевую цену за конверсию не $20, а $100. Он говорит, ну Google же нам по 20 давал. Говорю, давал, но вы же хотите в 10 раз больше. Думали, через месяц пишут, это было лучшее решение в нашей жизни. Мы масштабировались по чистому доходу в 10 раз. Вот когда я читаю вопрос, от чего отталкиваться CPA, от компании или от аккаунта, от вашей юнит-экономики, от того, сколько денег вы готовы тратить на привлечение этого клиента. И когда ты думаешь через вот эту призму, у тебя уходят мысли, как расти, потому что ты четко понимаешь, что у тебя есть еще зазор расти. Рассел Брэнсон когда-то говорил, выигрывает конкурентную борьбу не тот, кто тоньше настроит рекламу, а тот, кто больше денег готов платить на привлечение клиента. А сколько я денег готов платить, зависит от моей бизнес-модели, от моей экономики. Поэтому ответ – отталкиваться от модели бизнеса и сколько бизнес готов платить. Используйте Google Ads Editor в работе редко. Масштабировать PMAX лучше параллельно или увеличивать бюджет в одной? Столкнулись с тем, что увеличение бюджета начинается с денег. Параллельно. Егор, когда создаю кастом-сегмент для PMAX, выбираю нужный регион. Когда сохраняю сегмент, настройки гео сбрасывается. Это критично? Нет, потому что этот регион для статистики. Віталій, Ігор, чи плануєте оновити Noesis протокол? Якщо плануєте, то коли? Віталій, планую. І дуже думаю, скоро. На останньому прямому ефірі ми проговорили про підписку. Давайте я перейду на російську, щоб всі розуміли. На последнем эфире мы проговорили с учениками. Я поделился, что я буду скоро открывать не про Google Ads, про бизнес-мышление, в целом про мышление, про личностный рост, отдельный проект свой. И дам вам знать. Кто хочет знать первым, подписывайтесь на мой Facebook, подписывайтесь на телеграм-канал Noesis протокола. То есть это будет такое сочетание мышления, искусственного интеллекта, все в одном. Вот. Поэтому, Виталий, так будет. Так, веб-техника. Как изменились алгоритмы, если подробно в новом курсе? Вот в новый курс как раз о новых алгоритмах, конечно. А как они изменились? На прошлой неделе вебинар проводил, посмотрите запись. В мерчанті є функція автозниження ціни. Як вважаєте, чи варто спробувати? Дивіться, пробувати, я вважаю, все варто, але контрольовано. Якщо ви щось пробуєте, візьміть якийсь параметр, по якому ви будете цей тест контролювати,
і який час ви будете контролювати. Інакше це, типа, ввімкнув, розумієте, якщо не ввести параметри час контролю, це змінив і забув. А вам ж треба оцінити. Попробуйте. Есть ли преимущество сайтов на проме, если товары с этих площадок рекламируются самим промом в товарке? Я вижу 0 преимуществ сайт на проме. Ни одного преимущества сайта на проме я не вижу. Я вижу преимущество сайта плюс листинга своих товаров на таких маркетплейсах, как Пром в том числе. Но именно центральный сайт на проме я вижу 0 преимуществ. В чат учеников зайдите и спросите, кто что думает о проме. Вы увидите много нелестных слов. Людей, которые уже перешли с промо, в процессе перехода с промо или планируют перейти с промо. Как бы для любого бизнеса вопрос, если бизнес начинал свой сайт с Prom.ua, то Prom.kz еще есть, то это лишь вопрос времени, когда бизнес оттуда уйдет. Чем быстрее, тем лучше на самом деле. Так, друзья, на этой замечательной ноте напоминаю, по вашим просьбам, друзья, вот тут прикреплен промокод на 100 евро. Каждому из вас даю 100 евро на курс «Магия Google 5.0». Выбирайте любой пакет и 100 евро берете промокодом для себя. Так. В таргетинге сетей, по вашему мнению, ключевые слова. Таргетинг сетей, по вашему мнению, ключевые слова больше Google понимает, нежели, допустим, сегмент доменов конкурентов. Не то, он нормально не понимает, аудитории только. Как Google считает компонент показателя качества, релевантность объявления? Приходите в урок «Релевантность объявления» в курсе, на котором я рассказываю, как Google считает показатели качества, релевантность объявления. Что лучше всего работает Demand Gen? Какие каналы, какая структура аудитории? Вот как раз в курсе «Магия 5.0» все про Demand Gen будет отдельный модуль. Про структуру, каналы, аудитории. Очень мощный контент. Вот. Друзья, рад был с вами провести эти почти 2 часа. Увидимся с вами на следующих эфирах. И с 100 человеками из вас увидимся на курсе «Магия Google 5.0», где будем самые новые фишки, самые новые стратегии внедрять. Некоторые из них появились только сейчас, вообще вот в марте 26-го. И будем впереди планеты всей. На связи. Всем пока.